Представители знака зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте! Таро расклад событий ближайшего будущего. Таро на неделю с 22 по 28 июля. Давайте узнаем, что нам расскажут карты для энергии вашего знака зодиака, какими видят события этой недели карты Таро. Конечно, будем реалистами. Любые карты и любой расклад не расскажет о всех тонкостях, перипетиях в жизни каждого из вас. Но я надеюсь, какие-то свои дела или объем решений, которые вы планировали на эту неделю, вы перенесете на метафору карты, подсказки получите. Или же мы с вами, дорогие мои тельцы, проведем просто приятное время. Если есть какие-то посторонние шумы в видео, соседи гуляют, у них праздник, очень громко с музыкой, но будьте милосердны, я на это не влияю. Мы идем дальше. Итак, что важно знать? Это у нас будет первая карта. Что для тельцов, по мнению карт, будет важно на неделю с 22 по 28? Как это? По картам Таро. И чего не избежать? Неожиданности. Чего это может касаться? Чему сейчас не время или что вам может помешать, мои дорогие тельцы? А что вам будет помогать, что вас будет радовать? Что скрыто? Достанем вот такую карту. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергия, денег. И личная жизнь, как видят карты. Итак, что же важно? Король кубков. У кого-то дела семейные, дела по части вашей любви, любимый человек. Может быть и конкретно какой-то родственник. Или, мои дорогие, король кубков это может означать человек, который рожден под знаком зодиака стихии воды. Рыба, рак, скорпион или который имеет там асцендент. И не важно, что у нас выпадает. Король кубков. Это может, мы все же по полу карту не рассматриваем. Мы смотрим именно энергетику. Так вот, энергетика этой карты, что важно, вам придется где-то совместить две сферы жизни. Это сфера лично материальных каких-то интересов и лично чувственных интересов. То есть чувство и какой-то материализм, может быть рационализм и в то же время вдохновение. С одной стороны, то, что вам диктует ваш разум, ваша ментальность или какой-то шаблон, может быть, который сознание это не что иное, как шаблон, по которому вы собираетесь следовать. А есть еще то, как подсказки шестого чувства. Или сами по себе чувства, желание быть любимым, счастливым, или любимой, счастливой. И вот вам как-то придется буквально для кого-то по времени как-то разграничить труд и отдых. Или вашу занятость и время, проведенное с любимым человеком. Вот быть, балансировать где-то. По этой карте нам могут говорить все же в этой колоде король кубков такой очень мудрый. Хладнокровный достаточно изображен нам король. И на заднем плане этой карты корабль, один из символов Меркурия. Вы сейчас находитесь в процессе каких-то перемен, которые затрагивают ваши... Ну, это и правда Юпитер, кстати, если мы говорим про Меркурий. А Меркурий это как раз у нас близнецы. И вот сейчас у нас Юпитер в близнецах и в вашем втором доме гороскопа. Очень все в тему. Поэтому, правда... Вопросы материальные, вопросы денежные, их со счетов не сбросите никак. Это будет для вас очень активно какая-то фаза, которая может развиваться, как ваше личное дело. Пусть дело не личное, вы ходите в организацию на работу. Или для кого-то может проиграться как планируемая поездка, переезд. Вот тоже. Значит, есть какие-то мысли. С одной стороны, это как удача или счастливые перемены. Для тех, кто занимается торговлей, это тоже один из символов Меркурия, как раз будет говорить о том, что дела по торговле идут в гору. Какие-то продажи, может быть, удачные. Или вот, может быть, купля-продажа у кого-то недвижимости. Вот очень многое может совпасть даже по одной карте. И, опять же, то, что мы чувствуем, это желание быть счастливым, быть любимым, получать эти эмоции и дарить эти эмоции. Одним словом, очень много положительных энергий, и как-то это все нужно совмещать.
Может быть, важные какие-то беседы, чего не избежать. И не избежать усталость. Как раз в тему тому, что я только что сказала, десятка жезлов. Нам говорят, что вы можете устать где-то от того, что быстро меняются события, или какие-то быстрые новости приходят, или вам много придется работать, мои дорогие тельцы, увы. По десятке жезлов, даже если вы где-то взяли отпуск, значит, какие-то домашние дела или события, или, может быть, как телец всегда помогает, он любит свою семью, он любит своих близких. Может быть, придется включаться как помощь детям, помощь внукам или какие-то еще вопросы, опять же, у кого-то ремонт дома. Ну вот есть какие-то дела, которые даже, пусть это не работа конкретно, посещение определенного заведения или работа на дому, ну у кого-то, кстати, на дому может проиграться, тогда будет очень активная фаза, но занятия есть, причем даже много. И вы знаете, уставшие люди делают ошибки. Я могу сказать, что разграничивать действительно где-то придется между трудом и отдыхом, искать, может быть, буквально свободную минуту, чтобы о себе не забыть. Иначе по десятке жезлов, ведь карта ведь нам о чем говорит? Делегируй часть каких-то забот. Не бери на себя какую-то большую меру ответственности. Отчасти можно сказать, пусть это у нас жезлы, иногда жезловая энергия воспринимается как денежная энергия. И, возможно, какие-то вопросы по части финансов, когда нам говорят, не впрягайся в какой-то в решение финансового вопроса, только надеясь на себя. Подумай, кому ты еще можешь делегировать. Или раздели с кем-то траты. У кого-то, мои дорогие, проиграется и так. Вроде как деньги есть на этой неделе, но в то же время их надо правильно как-то распределить. Вот будьте внимательны. Какая-то многозадачность у вас, мои дорогие, точно есть. Чему сейчас не время? Вот деньги есть, об этом тоже говорят. И хочется деньги сохранить. Мои дорогие, кто-то из вас может получить достаточно большую сумму денег. И тем не менее потратить придется. Вот так вот как-то вот. Ну, я не говорю уже буквально ноль. Но посмотрите, чему сейчас не время все же выпадает по девятке пентаклей. У нас это карта самодостаточности. И нам говорят о чем? Что мы не можем вот это хладнокровие, как нам показано, достаточно бледное лицо у нашей героини. Она беспристрастна, довольна собой. У нее полный порядок. У нее все подсчитано, просчитано и полное материальное благополучие. То есть она больше уделяет внимание самой себе. Но вот у нас так не получится, чему сейчас не время. И поэтому, если мы уже продолжаем денежную тему, действительно вот какая-то многозадачность, мои дорогие тельцы, у вас может быть по финансам. И несмотря на то, что деньги приходят, может быть, ваши близкие, все же король у нас выпадает кубков, и мы говорим, это больше наши любимые люди. Мы не можем кому-то сказать нет. Вот что-то такое у вас может проиграться. Что же вам помогает? А вот помогает, когда вы совсем себя не обесточите. Понимаете, вот как бы помочь надо, посмотрите, да, как полярно карты показывают. И в то же время нужно вот в неожиданностях распределить эту нагрузку с кем-то. Вы не можете на себя взвалить буквально какие-то, ну как ношу или большую меру ответственности, иначе вы себя обесточите. Помогает как раз, когда, я могу так сказать, по пятерке пентаклей, знаете, мои дорогие тельцы, ну, может быть, это и не очень красиво звучит, но тем не менее, пятерка пентаклей, если вы где-то сыграете, к примеру, это ведь карта недостатка, и тем не менее она помогает. Когда мы, может быть, это вам не очень свойственно, но своего рода маску одеваем и начинаем, ну, если не жаловаться, то, по крайней мере, озвучиваем, что у меня сейчас сложный период. Вот буквально так. Может быть, правда, мои дорогие, это вам нужно достичь с кем-то взаимопонимания, чтобы вас не вовлекли в какие-то траты. И вам нужно подумать о себе. Вы не должны себя, повторяюсь, свести к какому-то полному нулю, чтобы потом в одиночку справляться с какими-то проблемами. Вам нужно все просчитать. И сделать это так, что, допустим, вам придется договориться с кем-то, что если по деньгам, да, когда даже при том, что вы тратите какую-то сумму, какая-то сумма остается вам.
Или если мы говорим, вам это придется кому-то сказать «нет», или, может быть, эта сумма не в полном объеме, которую человек намеревается от вас получить, она его может где-то разочаровать, но вам тогда подать это нужно так, чтобы не было обид. Ну вот как-то вам увильнуть, мои дорогие, придется вот. По-другому я не расцениваю. По крайней мере, буквально 5 пентаклей вам помогает. Может быть, вспомните доводы или свои предстоящие траты, обязательные платежи. И, может быть, даже кому-то озвучить, что у меня сейчас какой-то сложный период, даже при всем при том, что деньги вы получаете крупные. Но все равно именно помогает, когда вы транслируете свой недостаток. Вот конкретно так. Хотя у кого-то будет недостаток взаимопонимания, но он каким-то образом вам все равно помогает. И посмотрите, карта Иерофант, что скрыто. Деньги у вас есть, и деньги у вас будут. У вас может проходить какая-то история, которую можете закрыть только вы. Вот правда, мои дорогие тельцы, вот почему-то телец надежный, конечно, он как и товарищ, так и в семейных отношениях. Это тот человек, на кого можно положиться. Даже в сложный какой-то момент телец ищет выход, причем ориентируется в первую очередь сам на себя. Но с учетом вот всех карт и всего, что я сказала, карты Иерофант в позиции, что скрыто. Это вы как учитель, это вы как кого-то ведете за собой. И есть какая-то, знаете, как плоскость или грань того, когда вы не можете сказать «нет». Потому что воздействуете своим примером, или вопрос таков, что приходится в нем принимать участие. Может быть, это какая-то ситуация не новая, ведь по Иерофанту тут может быть то, что тянется какое-то время. И вряд ли вас это ставит в тупик. Нет, тут вас ничто не ставит в тупик. Телец как раз очень здраво оценивает обстановку. Но все равно разграничивать придется. Потому что все зависит именно от вас, мои дорогие. Для кого-то из вас что скрыто? Вы знаете, на этой неделе, с учетом вот этого дуплета карт, у кого-то из вас может состояться знакомство с тем человеком, который будет очень важным в вашей жизни. У кого-то важный настолько, что каким-то образом для тех, кто один или одна, это как-то проиграется в вашей личной жизни. Я могу такое предположить. Я не говорю для всех. Причем вы можете случайно познакомиться, отправляясь в какие-то учреждения, инстанции, решая те или иные вопросы. Или даже в банке, например, пойдя. У кого-то из вас это проиграется, как вы будете решать какую-то свою личную историю, может быть, с любимым человеком по части. Все же мы все разные. У кого-то может быть бракосочетание, а у кого-то развод. По Иерофанту ведь всегда проходит то, что мы делаем с учетом правил каких-то или с учетом традиций. Когда мы оформляем как раз документы, когда идет смена статуса. Вот здесь какая-то смена статуса у вас в позиции, что скрыто, может, как знаете, либо какие-то вопросы отчасти где-то становятся на паузу. Вот почему-то ведь это с позиции скрыто. Либо какой-то вопрос вы сами будете через альтернативный вариант рассматривать. И это вы, скорее всего, тут может так быть, у кого-то из вас, что-то не получается осуществить. А вы за это время, какая-то пауза или вот что-то может происходить, и вы, мои дорогие тельцы, за это время можете что-то передумать кардинально по-другому. И это может быть как вопросы, касаемые именно вашего личного статуса. Ну, пусть это не для всех, но для кого-то это важно услышать. Но это то, что вы никому не расскажете. Есть что-то, то, что вы пока предпочитаете хранить
при себе. Или какие-то дела еще у вас тоже на этой неделе, ну, как-то выглядят обтекаемо, непонятно. Или те договоренности, которые были прежде, они вдруг тоже начинают как-то меняться. Ну, есть какая-то нестабильность. Может быть, из-за усталости где-то вы не видите какого-то выхода. Может быть и так. Дела, работа, бизнес. Нет. Здесь действительно могут быть какие-то события, когда приходит новость от конкретного человека, и вам придется заниматься каким-то вопросом. В этой колоде карт, карта башня, прообраз тюрьмы. И тут как раз та тюрьма или те ограничения, период ограничений, когда мы что-то не могли сделать. И теперь она рушится от попадания молнии. Но не все так однозначно, безусловно, потому что если мы возьмем другие колоды карт, то тут как раз успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, дела, работа, бизнес. И у кого-то из вас это может быть выбор на этой неделе, когда вам нужно будет какой-то очень важный вопрос решать, почему вы и не можете никак что-то исключить. Может быть вопрос через деньги или посредством оформления документов, за которые нужно заплатить. Может быть это не лично вас касается, а ваших родственников, близких или еще какого-то вопроса. Куй железо пока горячо, чтобы успеть запрыгнуть, как бы в последнюю минуту принять какое-то важное решение по части документов, по части работы или каких-то еще событий, которые приходят к вам извне. Но, мои дорогие тельцы, когда выпадает все-таки башня, я всегда говорю, будьте предельно внимательны, потому что есть и другие колоды карт, повторюсь, и в некоторых колодах эта карта обозначает опасность. Тем не менее, вот будьте продуманными, взвешенными, какие-то вопросы вам придется решать, и действительно только телец может решить. Вы как этот иерофант, который знает как, имеет ресурсы и знает, каким образом, может быть, найти удобную лазейку или какой-то альтернативный вариант. Вы умеете, как и слушать свою интуицию, правда, вот эти энергии, когда вы совмещаете материализм, чувства и какую-то конкретику, данность, реальность, которая сложится в данный период времени, в эту неделю. Что же по финансам? Король жезлов, может быть, по части какого-то человека конкретного, или тогда это нам карта будет говорить, если мы про энергетику, опять же, жезлы, это может быть какой-то финансовый вопрос, который нужно решить именно теперь, и быстро его вроде бы и хочется решить, и в то же время нужно обдумать. Вы будете думать, правда, перед тем, как принимать. Нам сказали, деньги есть, деньги будут у вас на этой неделе, но есть у каждого свой какой-то фарватер финансовых вопросов, нет тут общей ситуации, но что-то по финансам у вас будет проигрываться очень активно на этой неделе, что-то вы будете решать, причем не с бухты-барахты, может быть оно и приходит к вам внезапно, что вот прямо нужно сейчас как бы действовать, и в то же время тут должно быть что-то вами просчитано до мелочей. Поэтому с деньгами не торопиться. Личная жизнь. Я бы сказала, и личная жизнь, и финансы действительно у вас будут объединены. У кого-то по принцессе Пентакли вы будете решать вопросы, связанные с детьми, с внуками. Вот конкретно так. У кого-то из вас, мои дорогие тельцы, это будет какой-то новый проект. У кого-то это могут быть, опять же, новые отношения. И принцесса Пентаклей, она очень расчетлива. И поэтому, коль уж вам выпала эта карта, будьте очень расчетливыми. Видимо, эта неделя вам не оставляет ничего другого. Как, может быть, буквально просчитать, ну, буквально, до последнего цента или до последней копейки, у кого как. И быть более чем реалистом. Уделить внимание мелочам. Вот их как будто нет. Что-то крупное выстраивается из мелочей. Куда-то не поспешите. Снова нам об этом, кстати, говорит карта. Или рационально как-то уделить внимание тому, откуда к вам приходят деньги. Может быть и так. Или способы получения денег. У кого-то вопросы с банками. Или какая-то, мои дорогие тельцы, внешняя ситуация будет на вас влиять таким образом, что вам придется отправиться
решать вопрос по документам. У кого-то, может быть, вопросы с банками придется решать. И одновременно, либо с помощью кому-то, как своим близким, или свою какую-то личную ситуацию. Настолько разносторонние карты. Мне будет интересно, если вы потом отпишетесь, что же это может быть. Потому что у каждого здесь какой-то свой будет тонкий нюанс. Нет здесь общей какой-то, ну, как общего алгоритма, от чего можно оттолкнуться. Но то, что продуманными вам придется быть на этой неделе, хотя вроде бы время и прекрасный, кстати, планетарный период, но тем не менее, я надеюсь, не для всех, но для кого-то из вас, мои дорогие тельцы, вот будьте внимательны, все же выпадает карта башня. Влияют на вас какие-то непредвиденные события. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.